Здравствуйте! Это канал Herbals.ua. И сегодня мы поговорим о шиповнике. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Это позволит нам делать больше интересного контента. Итак, шиповник. Дикая роза, так называют в народе шиповник, неприхотливый куст, растущий на склонах гор, в лесах и долинах рек. Несмотря на близкое родство с царицей цветов, парковой розой, он не имеет такого привлекательного вида, зато обладает массой преимуществ для здоровья. Шиповник, Rosa Medjalis, относится к вечно зеленым кустарникам семейства разоцветных. Официально признано более 100 видов этого растения, среди которых имеются как культурные, так и дикие сорта, причем некоторые произрастают только на определенной территории, являются эндемиками. Из наиболее известных сортов плодового растения – шиповник коричный, морщинистый, даурский и сизый. От них произошли все остальные виды. Родина шиповника – Чили, откуда он распространился по всему миру благодаря своим питательным, лечебным и эстетическим свойствам. Дикая роза имеет приятный запах, узнаваемо по характерным пятилепестным цветкам бледно-розового цвета и острым шипам на побегах и стеблях. Ценные оранжево-красные плоды размером около 3 см в длину имеют овальную форму и твердый нескрывающийся околоплодник. Это так называемые многоорешки, внутри которых находится сочная мякоть кисло-сладкого вкуса и волосистые семена. В зависимости от размера плода различают шиповник с крупными плодами, от 4 грамм, и плотной кожицей, а также тонкокожие с мелкими плодами. Период созревания плодов с августа по октябрь, иногда их собирают раньше или позже, однако всегда до наступления холодов, пока ягоды не осыпались и не замерзли. В сыром виде их не употребляют и не замораживают, так как при низкой температуре полностью теряются лекарственные свойства растения. В домашних условиях плоды шиповника сушат и хранят в закрытой стеклянной посуде или в мешочках из ткани в течение 2 лет. Заготавливают также лепестки цветков, которые используют в косметике. Биологическая ценность и химический состав. Это лекарственное растение издавна использовалось в народной медицине, благодаря большим преимуществам для здоровья, обусловленным определенным химическим составом. Многочисленные исследования показали, что в составе плодов, мякоти, кожицы и семян шиповника имеются углеводы, 16% представленные глюкозой, сахарозой и фруктозой, белки, целых 74%, липиды, около 1%, а также пищевые волокна, 54%, и вода, 2,2%. Из кислот больше всего яблочной и лимонной, 3,3%, а также много полезнейшего пектина, до 25%. Калорийность составляет 109 килокалорий, из расчета на 100 грамм. Ягоды дикой розы обладают высокой биологической активностью и целебными свойствами. По количественному содержанию и разнообразию витаминов и полезных нутриентов они значительно превосходят другие растения. Шиповник – рекордсмен по количеству витамина С. В 100 граммах сухих плодов его содержится примерно 18 дневных доз, что в 10 раз больше, чем в черной смородине и в 50 раз, чем в лимоне. Причем аскорбиновая кислота имеется также в листьях и даже в корнях растения. Ее содержание зависит от освещенности и ареала произрастания куста. Например, шиповник, растущий в горах, накапливает больше витамина С, чем тот, что растет на равнине. Кроме витамина С, плоды дикой розы содержат следующие микронутриенты. Первое. Витамины В1, В2 принимают участие в белковом и углеводном метаболизме, отвечают за здоровье слизистых оболочек, кожи и волос. Второе. Витамин ППФ3 необходим для лучшего усвоения витамина С, клеточного дыхания, работы сердечно-сосудистой системы. Третье. Витамин Е антиоксидант, стимулирует синтез гемоглобина, белков, необходим для усвоения витамина А, препятствует старению. Четвертое. Витамин А, больше всего бета-каротина и ликопина. Антиоксидант, необходим для роста тканей, здоровья органов зрения, повышения иммунитета. Пятое. Витамин К способствует нормальному свертыванию крови, минерализации костной ткани, участвует в образовании АТФ, поставщика энергии для биохимических реакций. Макро- и микроэлементный состав шиповника представлен цинком, марганцем, кальцием, калием, железом, фосфором, магнием, натрием, молибденом и медью. Кроме того, он содержит пектиновые, азотистые и дубильные вещества, фитостинины, 7 фракций с преобладанием ситостерина, ликопин, рубиксантин, пентазан, а также флавоноиды и эфирные масла. В листьях, кроме витамина С, содержится элаговая кислота, фитонциды, дубильные вещества и много хлорофилла. Корни и кора растения – вместилище веществ пирокатехиновой и пирогаловой групп, фитонцеидов, сахара, аскорбиновой кислоты и красящих пигментов. Жирные кислоты, которые можно извлечь из цветка растения путем холодного отжима,
представлены следующим разнообразием: ненасыщенные линоленовая 23,3, 33,9, линолевая 19,7, 45,8, алоиновая 6,4, 19,2. Насыщенные жирные кислоты, например, натуральный третиноин. Незаменимые жирные кислоты омега-3, 6,9. Данные нутриенты обладают большой вяжущей способностью, отвечают за регенерацию и рост клеточных тканей, полезны для сердечно-сосудистой иммунной системы. Шиповник пользовался целебной славой еще в старину. В средние века на его основе изготавливали лекарства и масла, которые ценились на уровне драгоценностей и мехов. Чаи, настои и отвары шиповника использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний, при подагре, панкреатите, ревматизме, поражениях костной и суставной структуры человеческого скелета. Сегодня ученые установили следующие лечебные свойства дикой розы: повышает сопротивляемость организма инфекциям, оказывает противовоспалительное действие, выводит токсины, усиливает пищеварение, стимулирует мочеиспускание, природный диуретик, улучшает сердечно-сосудистую деятельность, стабилизирует артериальное давление, нормализует уровень сахара и холестерина в крови, помогает организму усваивать железо, полученное с пищей, оказывает ранозаживляющее и регенерирующее действие, тормозит процессы старения. Масло шиповника является популярным средством в дерматологии и косметике, используется для лечения ран, ожогов и прочих повреждений эпидермиса, а также для уменьшения морщин. Свойства против старения. Шиповник – природная кладезь антиоксидантов, которые, как сегодня установлено многочисленными исследованиями, оказывают мощное противовоспалительное действие, снижая риск возникновения многих заболеваний. Благодаря витаминам А, С и Е, флавоноидам, фитостеролам, незаменимым жирным кислотам и прочим полезным микронутриентам, содержащимся в составе растения, он препятствует развитию таких возрастных болезней, как сердечно-сосудистые, артериальная гипертензия, диабет, артроз, артрит, рак. Масло шиповника получило широкое дермокосметическое признание в качестве мощного регенерирующего средства и борца с внешними признаками старения. Оно способствует поддержанию упругости и эластичности кожи, так как стимулирует выработку коллагена и эластина в дерме путем воздействия на фибропласты, генерирующие эти молекулы. Антиоксидантный состав дикой розы борется со свободными радикалами, препятствуя старению кожи, уменьшает пятна, появляющиеся после пребывания на солнце, защищает от негативных внешних факторов. Эффект шиповника против старения был доказан в ходе рандомизированного двойного слепого исследования. В ходе эксперимента применялся порошок из семян и шкурок плода, который принимали участники возрастом от 35 до 65 лет с гусиными лапками, морщинки в уголках глаз. На протяжении всего опыта происходило наблюдение за кожей с помощью специального прибора Визиакан, который оценивал ее состояние по нескольким параметрам: эластичность, увлажненность и глубину морщин. Кроме того, в начале и в конце исследования все испытуемые сдали кровь для определения продолжительности жизни клеток. Было установлено заметное улучшение по всем оцениваемым параметрам, визуально участники эксперимента также были удовлетворены, а кровь показала замедление скорости разрушения эритроцитов, увеличение длительности жизни клеток, то есть замедление старения организма. Шиповник может уменьшить боль при артрите. Исследования 2018 года установили воздействие шиповника на ген, отвечающий за выработку коллагена, важную часть суставной жидкости, потеря которой приводит к возникновению артроза. В составе дикой розы имеется жирная кислота ГОПА, которая препятствует выработке ферментов, разрушающих хрящевую ткань, уменьшает боль, улучшая подвижность сустава при ревматоидном артрите. Установлено, что прием порошка из сухих ягод растения помогает на 40% снизить количество синтетических препаратов, используемых в комплексной терапии артроза и артрита, способствует уменьшению боли и ограниченности движений, характерных для этих заболеваний. Одно из исследований на добровольцах показало уменьшение болевого синдрома в бедрах, суставах и коленях при артрите после приема добавок с шиповником примерно в 3 раза и улучшение подвижности в 4 раза. Шиповник может помочь в похудении. Шиповник можно использовать как безопасное и эффективное средство для похудения. Во-первых, это низкокалорийный продукт, а во-вторых, содержит вещества, которые ускоряют метаболизм, сжигают жир, выводят токсины и активизируют жировой обмен. Калий в составе нормализует водно-солевой баланс организма, содействуя освобождению от лишней жидкости. Кроме того, благодаря большому количеству пектинов, шиповник способствует налаживанию работы кишечника, выведению шлаков и снижает чувство голода. Потенциал шиповника для коррекции веса был доказан японскими учеными. Участники эксперимента, 16 мужчин и 16 женщин в стадии предожирения с индексом массы тела 25-30 поделили на 2 группы. На протяжении 12 недель первая группа ежедневно принимала экстракт шиповника в количестве 100 мг, а вторая – таблетку плацебо.
Ученые не вмешивались в диету испытуемых. В конце исследования было установлено значительное снижение процента висцерального жира, веса и индекса массы тела, а также подкожного жира на животе у тех, кто принимал шиповник не только по отношению к группе, принимавшей плацебо, но и к собственному состоянию на старте эксперимента. При этом не было выявлено никаких побочных эффектов. Для похудения применяют чай или отвар из измельченных сухих плодов, который принимают во время разгрузочных дней в качестве самостоятельного напитка или с добавлением дополнительных жиросжигающих компонентов – имбиря, инжира, изюма. Шиповник и здоровье сердца. Установлено благотворное действие шиповника на состояние сердечно-сосудистой системы. В шведском департаменте экспериментальной медицины было проведено исследование, которое показало, что прием порошка шиповника помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Благодаря антиоксидантам и флавоноидам, содержащимся в плодах, прием шиповника уменьшает количество плохого холестерина, а также систолическое верхнее давление. Шиповник при сахарном диабете. Одно из исследований продемонстрировало пользу шиповника в борьбе с диабетом второго типа. Пациентам с ожирением давали разные напитки, одни на основе яблок и винограда, а другие – с шиповником. Исследование длилось 6 недель, после чего у испытуемых и измерялись показания кровяного давления, уровень липидов в крови и инсулинорезистентность. Ученые пришли к выводу, что шиповник оказался наиболее эффективным, снизив уровень плохого холестерина на 6%. Желудочно-кишечные проблемы и шиповник. Шиповник является природным слабительным средством. Благодаря пектину стимулируется пищеварение, улучшается деятельность кишечника, устраняются запоры. Экстракт из плодов шиповника применяется как желчегонное средство при холецистите и гепатохолецистите. Однако в период обострения гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки от употребления препаратов из шиповника лучше отказаться. Кроме того, чай из шиповника издавна использовали для борьбы с кишечными паразитами. Шиповник при заболеваниях раком. Американскими учеными были проведены исследования шиповника на предмет борьбы с раком молочной железы под названием трижды негативный. Этот тип раковой опухоли очень сложно лечить, так как у него отсутствуют те рецепторы, на которые обычно направлено лекарство. Из-за этого после терапии часто возникают рецидивы и выше смертность. Ученые проводили разные опыты на мышах, меняя концентрацию экстракта шиповника. Было установлено, что высокие концентрации препарата снижают количество двух ферментов, ответственных за рост раковых клеток. Кроме того, экстракт повышал эффективность химиотерапии, традиционно применяемой при лечении этого типа рака. Применение шиповника в лечебных целях имеет давние исторические корни. Но и сегодня, несмотря на обилие разнообразных синтетических препаратов, он пользуется славой эффективного, безопасного и недорогого лекарственного средства. Из шиповника готовят чай, отвар, настой, производят сиропы и порошки, которые применяют для избавления от ревматизма, радикулита, простуды, ОРВИ, проблем с желудком, атеросклероза, диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, малокровия и болезненных менструаций. Шиповник в медицине. В качестве сырья шиповник широко используется для производства медикаментов различного направления. В виде водного экстракта он входит в состав холосаса, а также подобных ему холоса и холемакса, которые часто прописывают доктора в качестве желчегонного средства при некоторых видах холецистита и гепатохолецистита. Препарат розанол содержит масло шиповника и применяется в качестве бактерицидного и спазмолитического средства. Для лечения кожных поражений, экзем и трофических язв применяют каротолин, масляный раствор, созданный из богатого токоферолами ягодного шрота дикой розы. Сироп из плодов растения применяется в качестве дополнительного источника витамина С и П для улучшения аппетита у детей, а также при застое желчи у пожилых людей. Фармацевтика предлагает разнообразные витамины и диетические добавки в виде таблеток и капсул с порошком на основе экстракта плодов шиповника, как, например, флороплант шиповник в таблетках. Шиповник в народной медицине. О лекарственных свойствах шиповника было известно еще с незапамятных времен. Древнегреческий ученый, философ, естествоиспытатель IV века до нашей эры Теофраст подробно описал это растение в своей книге «Естественная история». О применении порошка шиповника для укрепления десен упоминается в травнике 1563 года. Масло дикой розы использовали для заживления ран в эпоху, когда антисептики и методы стерилизации еще не были открыты. Лекарственные свойства шиповника ценили на территории Древней Руси. В старинных травниках знахаря имеются описания полезных свойств растений и болезней, от которых он помогает. Славяне называли его свароборенником и применяли розовую воду для заживления ран, пока не научились делать более ценное масло. Настойками лепестков пропитывали повязки для
лечения ран и предотвращения гангрены у древних воинов, а свароборенную патоку пили для быстрого восстановления сил после ранения. Шиповник применяли для лечения цинги и других болезней десен, туберкулеза, ревматизма, заболеваний органов ЖКТ, с помощью отваров и настоев снимали головную и суставную боль, лечили нервные болезни и опухоли, заживляли ожоги и раны. И сегодня многие хозяйки заготавливают и бережно хранят баночки или мешочки с сухими красными ягодами, которые заваривают при простудных и инфекционных заболеваниях, запорах и кишечных расстройствах. Просто для профилактики и защиты организма в период сезонных простуд. Это отличный напиток для диабетиков и сердечников, а также для всех, кто хочет наладить метаболизм, сбросить вес и поднять иммунитет. В народной медицине используют все части растения, а не только ягоды. Из лепестков варят варенье, которое помогает как успокоительное средство. Перетертые семена смешивают с квасцами и накладывают на раны для быстрого заживления. Из сгоревших веток шиповника получают смолоподобное вещество, которое эффективно против псориаза. Проваренные ветки и листья применяют для лечения дизентерии, болей в желудке, скарлатины и легочного туберкулеза. Шиповник в восточной медицине. Шиповник морщинистый упоминается в китайских лечебниках под названием мэйкуэйгуа. Китайцы применяют его для оздоровления печени, селезенки, ускорения циркуляции крови. Отваром из лепестков останавливают рвоту, лечат болезни крови, используют для заживления ран и нагноений. Из корней готовят порошок, который помогает против паразитов и для улучшения работы ЖКТ. В Тибете и Индии также популярно лечение шиповником. Здесь его применяют при язве желудка, нарушениях в работе печени и мочевого пузыря, от камней в почках. В восточной фармакопее дикой розы лечит атеросклероз и неврастению. Применение в косметологии. Продукты из шиповника являются ингредиентами многих средств дерматокосметики и косметологии, шампуней, кремов, лосьонов, сывороток и масок. Масло шиповника считалось эффективным омолаживающим средством еще в Древнем Египте. На его основе готовили отвар для умывания, включали в состав духов, добавляли в ванну. Сок из плодов растений использовали в качестве защиты от солнца. Богатый витамином А шиповник обеспечивает эластичность кожи, помогает избавиться от прыщей, уменьшает пигментацию, разглаживает рубцы, повышает уровень коллагена и замедляет старение. В семенах дикой розы содержится большое количество гамма-линоленовой кислоты, которая придает коже сияние, способствует устранению следов солнечных ожогов, позволяет избежать потери гидратации. Одним из популярных современных уходовых средств является масло шиповника. Данный продукт богат аскорбиновой кислотой, фенольными соединениями, незаменимыми жирными кислотами, поэтому оказывает увлажняющее действие, предотвращает шелушение и раздражение кожи, сохраняет ее увлажненной и сбалансированной, улучшает защитный барьер. Масло шиповника полезно при акне, поверхностных популах. Благодаря линоленовой кислоте, оно помогает регулировать выработку кожного сала, тем самым предотвращая появление черных точек, избавляет от закупоренных пор и акне невоспалительного характера. В кулинарии. Однако на этом преимущества шиповника не заканчиваются, так как его использование достаточно популярно в гастрономическом мире, особенно в таких странах, как Великобритания, где весь плод используется для приготовления конфет, настоев, десертов, соусов и так далее. Из ягод шиповника варят варенье, повидло, мармелад и даже суп, а также разнообразные напитки, чай, компот, кисель, узвар. Из его лепестков делают вкусную и ароматную наливку, а также добавляют в вино для получения более интересного пряного вкуса. Отвар шиповника. Полезный отвар можно готовить из свежих или сухих плодов. Рецепт из сухих ягод. 100 грамм сухих плодов раздавить, промыть для удаления волосков, залить 1 литром воды. Затем нужно довести до кипения, кипятить 5 минут и оставить настаиваться на 2,5 часа. Готовый отвар процедить и можно пить. Рецепт из свежих ягод. Свежие плоды очистить от волосков и семян, промыть, поместить в эмалированную посуду. Закрыть крышкой, залить водой, довести до кипения и кипятить 2 минуты. Затем отвар настаивают 3 часа, процеживают через 2-3 слоя марли и пьют. Дозировка: на 2 чайных ложки ягод берут 2 стакана воды. Отвар для похудения. 2 столовые ложки плодов измельчить, добавить 500 мл воды, закрыть крышкой, довести до кипения, варить 15 минут. Оставить настаиваться в течение 2 часов. Курс приема: 3 недели. Отвар употребляют за час до приема пищи без сахара. Настой от артроза. 20 грамм измельченных плодов залить 500 мл кипятка. Настаивать 8 часов в термосе. Потом процедить через марлю и пить до еды утром и вечером по 200-250 грамм. Принимать 1 месяц, затем 1 месяц перерыв. Сироп из шиповника. Вкусный и полезный сироп из шиповника можно купить, а можно приготовить самостоятельно. Такая домашняя диетическая добавка очень понравится вашим домочадцам, особенно детям.
Для приготовления сиропа нужны свежие зрелые плоды 1 кг 300 грамм, сахар 1 кг 300 грамм, вода 2 литра. Ягоды промывают, обрывают ножки и чашелистики, помещают в эмалированную кастрюлю, заливают горячей водой и варят 20 минут. После этого отвар нужно процедить через несколько слоев марли, отжать. Жидкость оставляем на сутки, затем сливаем без осадка, добавляем сахар и варим 15 минут. Можно делать сироп шиповника и с мякотью, оставляя осадок. Получившийся сироп закатывают в стерильные банки для длительного хранения. Принимать ежедневно взрослым по 1 столовой ложке, детям по 1 чайной ложке, подросткам по 1 десертной ложке. Чай из шиповника. Чай из плодов шиповника можно заваривать в кастрюльке, но намного удобнее в термосе. Для этого 3 столовых ложки сухих плодов помещают в термос, заливают 1 литром кипятка и настаивают ночь. Дозировка. Детям от 4 лет 1 стакан в сутки, взрослым 2 стакана. Для похудения пьют чай до 5 раз в день между приемами пищи. Варенье из шиповника. Для приготовления варенья понадобится свежие плоды шиповника 5 стаканов, сахар, 1 кг вода, 300 мл. Приготовление: ягоды промыть, освободить от плодоножки и хвостика, разрезать пополам. Косточки можно удалить, а можно оставить, кладезь витаминов, но в варенье они становятся очень твердыми. Затем ягоды снова промыть, чтобы освободить от ворсинок. Из воды и сахара сварить сироп, добавить шиповник и варить 5 минут. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре. Следующая варка – через 8 часов. Всего должно быть 3 варки по 5 минут, которые займут примерно 2 дня. Разложить варенье в стерильные банки и закатать. Хранить в холоде. Варенье по такому рецепту получается очень вкусным, ягоды целые, сочные, не сморщенные. Главными критериями при выборе шиповника являются размер и форма и цвет плода, а также вид чашелистиков. Дикий шиповник обычно мельче окультуренного, подходит для сушки, а крупный – для варенья. Цвет плода темно-красный, насыщенный. Оранжевое пятно на кожице считается признаком недозрелого плода. Овальная форма ягоды говорит о наличии большого количества витаминов и микроэлементов. Признаком высокого содержания витамина С являются торчащие вперед чашелистики, корона. Считается, что в плодах с загнутыми назад чашелистиками аскорбинки меньше. Возможные побочные эффекты и противопоказания. Плоды шиповника и препараты из них абсолютно не токсичны, и поэтому лечение ими не вызывает побочных явлений. Однако, как любой фитопродукт, он тоже имеет ряд противопоказаний, а именно, язва желудка и 12-перстные кишки в фазе обострения, гастрит на фоне повышенной кислотности, аллергическая реакция. С учетом того, что шиповник влияет на свертываемость крови, его нельзя употреблять долго, чтобы не спровоцировать образование тромбов. Кислоты плода могут негативно воздействовать на зубную эмаль. Кроме этого, препараты растения стимулируют выработку желчи, что при длительном употреблении может вызвать обострение желчекаменной болезни. Осторожнее нужно быть и при гипертонии, так как целебные ягоды способствуют понижению верхнего давления и могут усилить действие лекарств. Какие можно сделать выводы? Шиповник – широко доступное и недорогое средство для профилактики многих заболеваний, ухода за кожей, заживления ран и торможения процесса старения. Его эффективность доказана многолетней историей использования народной медициной. Полезные плоды растения можно собрать в лесу и приготовить самостоятельно или приобрести сухое сырье на рынке. Готовые препараты, сиропы, таблетки, масло продаются в аптеках и специализированных магазинах. Ввиду многих преимуществ для здоровья, вкусный и полезный чай из дикой розы стоит ввести в свой рацион для укрепления иммунитета при ОРВИ в период сезонных инфекций. Масло шиповника для лица целесообразно использовать в своем рутинном уходе, так как оно улучшает текстуру кожи, защищает от солнца, борется с первыми признаками старения. Приобрести корень шиповник, масло шиповника и чаи с добавлением плодов шиповника вы можете в нашем интернет-магазине Herbals.ua. Ссылка будет в описании. А если видео было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.